nuestras son las imágenes, suyas son las conclusiones, así que defínanmelo por favor. ¿Esto que ven aquí, qué es? Estamos en Severodonetsk. Esta es una ciudad que recientemente ha sido controlada por el ejército ruso y también el de la República Popular de Lugansk. Voy a intentar hablar con las personas que se han quedado viviendo aquí y han pasado pues prácticamente toda la guerra aquí dentro, a ver qué pueden contarme sobre cómo lo han vivido. Lo que no me gustaría es centrar este reportaje en mí. Me encantaría que hablara la gente. Es cierto que muchos se han ido de aquí, pero sí voy a intentar encontrar a alguien que pueda contarme qué es lo que han vivido ellos, si son ciertos esos rumores de lo que el ejército ucraniano ha estado haciendo aquí en Severodonetsk, como también comentan que hizo en otras ciudades, y sobre todo qué opinan ellos sobre el hecho de que Rusia pueda quedarse aquí para siempre. Espero que sea el reportaje del pueblo, porque han estado, dicen algunos, callados durante mucho tiempo, así que ahora es hora de darles voz a ellos. С украинцами было и весело, и страшно. Мы жили, считай, на линии фронта, прямо возле Азота. Ситуация там была такова, что здесь разогнались, там укры уже всрались, все разбежались. Остались вот эти штрафбатальоны, тех, кому только вот это выдавали много выпивки и наркоты. Они без нее просто не воевали там. Они бегали бухие, вшитые, это страшное зрелище. И вот только поэтому они до конца не разбежались. Воевала артиллерия. И когда мы оттуда уже убегали, когда укры смылись, и мы смогли перебежать, понимаете, нас просто выпустили, мы вдоль проспекта ломанулись, все. То есть они вас держали как живой щит? Как живой щит? Мы пытаемся выйти, а нам говорят, нельзя. Вот нельзя. Они стоят у нас в домах, сидят у нас в домах. Между домов техника стоит. Ну, кто, украинцы? Да, украинские войска. Почему не смогли технику выбить? Потому что она стояла между домами. Ну как вы себе представляете попасть в технику между домами? Это дома. Загорелись, разлетелось, вот, все. Да? Ну, когда они строили себя добрых ребят, было как-то... А почему они перестали строить из себя добрых ребят? Ну как? Те, кто адекватный. Начальство, когда смылось в лисичан, адекватные за ними по чуть-чуть тянулись. Адекватными еще были стрелки техники, потому что неадекватных туда не берут. Ну и адекватные, я так понял, сдались тоже в первых рядах. Но были такие адекватные, кто сдаться не мог. Или платили много, я не знаю, честно, мне просто наплевать. Люди, которые оставили вот эту семью и поехали собственный народ вырезать, это адекватные слова как бы не подходит, понимаете? А вы, как относитесь к тому, что Россия здесь останется? Отлично. Ну блин, у нас все здесь русскоязычные. Сюда приезжают люди, которые разговаривают на украинском языке. Мы украинскому разумеем. Мы ставим в мир, размовляют на украинском языке. Вот только, мы привыкли на русском говорить. Но здесь такой народ. Ну что теперь, всех украинцев вырезать, что ли? Кто по-украински говорит? Нет, конечно. А едешь на запад, там начинается вот эта херня. А притесняли за русский язык? Конечно. И в магазинах же заставляли говорить какое-то время. А чему це ви на українською мовою розмовляєте? Тебе как объяснить, бабулька стоит такая, я тут, живу 70 лет, и клюкой ему, иди отсюда. И русскую музыку слушать нельзя было. А мы такие, че тяжелой музыки нет английской. Вы что думаете, мы украинскую будем слушать? Сейчас. Тут гремело везде английская.
Rubesne, esto es un almacén de trigo, toneladas y toneladas de trigo aquí. Muchos se preguntaban qué ha pasado con el trigo ucraniano que hace bien poco estuvo a punto de provocar pues prácticamente una crisis alimentaria mundial. Pues bien, aquí está el trigo, estoy acercándome a él y los testigos indican que estas instalaciones han sido bombardeadas por el ejército de Ucrania. Voy a acercarme un poco más, pero lo cierto es que el trigo todavía sigue ardiendo, igual se ve el humo. Hace semanas del bombardeo de estas instalaciones, me imagino que todavía le queda bastante que terminar de arder. Toneladas de trigo completamente inutilizables a día de hoy. Aquí está. Si quiere venir la OTAN a sacarlo, les indico el camino. Bueno, pues lo que estoy pisando ya es el trigo quemado. Completamente quemado, además, lo podéis ver. No tiene mucho sentido que llegue hasta ahí, pero vamos, es esto, ya es el trigo quemado. Este almacén de trigo, ya es mucha casualidad que no haya protagonizado ninguna portada, pero lo cierto es que parece que no lo ha hecho, porque según indican los testigos, este trigo, toneladas y toneladas de trigo, repito, fue bombardeado por Ucrania con tal de que Rusia no se quedara con él. Может, хотите что-то сказать? А что сказать? Спасибо. Спасибо Зеленскому. А почему спасибо Зеленскому? За что? За вот это. Развернитесь, посмотрите. А это вы, Зеленского в этом видите? А кого? А почему? Можете объяснить, пожалуйста? Почему? Всю страну развалили. Еще 70 лет строили, а потом за 30 лет растащили все, что можно. Я сидел в партизанской 26 бомбоубежище, а надо мной бегали, стреляли. И поляки, 3 негров видел. В смысле поляки? В смысле, поляки, Румыны, наемники. поляки тут Да, бегали. негры, шли это самое, Негры просто, тут да. бегали. Так что тут было весело. А откуда это, натовские? Это наемники. ВСУшники. ВСУшники, наемники. Лично видел фиолетовых 3 человека. Ручкой помахали. Varios puntos que comentar. Al caminar por la ciudad hay que tener muchísimo cuidado porque estas cositas están tiradas por todas partes. Otra cosa que me parece de lo más curiosa es que aquí hay publicidad para unirse al ejército ucraniano. Esta publicidad está en ucraniano, dice algo así como servicio militar, vea por tu contrato y defiende tu región. Вы тоже. Вы как относитесь к тому, что здесь Россия остается? Нормально. Отлично. Знаем русский язык. Мы общаемся на русском языке. А здесь правда притесняли за русский язык? Правда. В городе осталось 3 или 4 школы русскоязычных. Одна из них в Боровску. И тут в этом году должны были на украинский перевести. У меня вот там правда. То есть вы вроде как бы и не против того, что Россия остается здесь? Не против. не вроде, да. Мы вроде. за. Еще с 14 года. За. Да. То есть вы ждали? Конечно. Ну, ждали. Мы ждали, что война закончится и как-то договорятся. Но мы Был ждали не нормально. так, как сейчас произошло. Мы ждали. А почему вы думаете, так произошло? Потому что у кого-то ума. Спасибо Зеленскому, Порошенко, Кучму. Да. НАТО. Спасибо. Вот у меня полячка хрякнула. Чем? Ну, польский миномет, который беззвучный, 60-й калибр. Пожалуйста. По пожилым кварталам. Пожалуйста. Больше хлорида. Пожалуйста. Вот, остатки тоже. Тут 250 человек стоят по этим домам. Украинцев? ВСУ. А вы думаете, что он сгоревший? То есть это дома сгоревшие, потому В что... этом ВСУ не было, видите? Осколки, стекла, взрывная Там волна. танки у них стояли, там То есть они прятались... минометы стояли, Но они прятались и окопы вот так за вот. нас. Там 5 минометов стояло.
На 11 школе. Мы одного 30 утром было. похоронили с ВСУ. Ужасно пережили. Но сейчас, слава богу, уже находимся в квартире, а то были в подвальном помещении. Бахкали, стекла разбили. Самое главное, что мы уже отошли от этого, от украинцев. Долго ждали, но дождались. Вы ждали? Я не хотела с украинцами находиться. Почему? А потому что они нас гнобили. Военных, полиции по городу один за одним бегали. Во время мира полиции сильно по городу много было. А почему? А потому что, видимо, так положено было. На каждый метр по несколько. А вас притеснял кто-то за русский язык здесь? В магазине, да. В магазине? В магазинах, да. И так говорили, надо по-украински. Я говорю, мне уже, говорю, идти туда, на тот свет. 72 года будет, вот 31 числа. Меня не переучите никогда. А это правда, что они здесь прятались за вами? Кто, военные? Да. Да, скрывались, прятались. Даже одного я закопала, там сегодня давала этим мальчишкам адрес, все нашим россиянам. Я их только так называю. Ваши? А? Наши называете? Я говорю сразу, они только сюда пришли. Я говорю, ой, слава Богу, что, говорю, наши пришли мальчики. К ним обращалась, они молодцы. Давали нам и хлебушка, и тушеночку. В общем, выживали как могли. Вот это здесь окопы ставили, здесь бахкали, стреляли, и я в окопах одного и зарыла. Я говорю, была бы возможность, я бы их всех закопала, и рука бы не вздрогнула. Этих бандеров, они не люди. Вот тут надо такое сотворить. Еще и говорит, Россия разбила. Да России здесь и близко не было, 3 месяца их били, колотили. Сами по своим? Вот это дома все разбили, это бандеры. Это не Россия. Россия зашла буквально в конце мая. И за месяц вот это утихомирили их. Но это не Россия разбивала, они целеустремленно магазины били. А зачем? Водку тащили, продавали, наживались. Как говорят, что-то не случилось, Путин виноват. Путин молодец, дай Бог ему здоровья и подольше, чтобы порядки были. То есть вы не против совсем, что Россия здесь? Я не против, я только за. Hay que tener un montón de cuidado al desplazarte por aquí porque los trabajos de desminado todavía no han terminado. Así que se pueden encontrar aún estas pequeñas construcciones indicando a los ciudadanos que aquí hay una mina. Otra mina por aquí. Aquí las marcan con lacitos rojos. Что вы пережили здесь? Много чего пережили, что сразу не скажешь. Много пережили, просто очень много. Много. Всего хорошего мало. Ну, единственное хорошее, что уже закончилось. Что живы остались, Да. и что Это уже хороший бонус. наконец-то видно завершение этой войны и Да. всего. А вы как относитесь к тому, что Россия здесь остается? Очень положительно. хорошо. Девушка, настолько положительно, что вы даже себе представить не можете. Правда, Это мы уже- очень положительно к этому относимся. Дай бог, другая жизнь начнется. ВСУ, вы можете что-то сказать? Ну, что они здесь делали? Они стреляли по городу. Ну, видите, сколько Вон окопы окопов? копанные, Вы везде посмотрите, минометы. наши дома. Минометы стояли, Вот вон наш дом соседний дом, сгоревший. посмотрите, сгорел. Мы, когда вот здесь были сильные обстрелы, мы жили по Автомобильной. К нам 25 июня прилетела в подъезд 20 минут первого ночи, обрушила все вот эти Лисичанска. пролеты. С Лисичанска прилетела. Меня снимали, лестницу привозили. Луганчане вот, снимали лестницы, никак нельзя было слезть. То есть, Как вы думаете, что я могла пережить? 20 минут первого ночи, и вот так вот в стену прилетает столб дыма и огня. Вот такое мы пережили. то есть они сами по своим домам стреляли? Ну, Они получается, отошли на Лисичанске, гатили И- по Северодонецку так, что мама не горюй. Вот лежишь и слышишь, как идут грады. Бух, 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 и тебе в подъезд. в новых районах танки ставили прямо И в по арках домов. Донецкой вот это квартала, там прям Ну, квартала вот смотрите, загоняли. если вы выйдете на перекресток, там вот кабельное телевидение напротив окопа копанное, прямо на перекрестке, то есть получается как бы в черте города все.
Вот здесь вот 2 дома минометные позиции отбыли. Вон там они, деревья пиленные. Вот тут все хорошо Вот все окопано. они прятались. Там ряд, и свои. там ряд. И так везде по всему городу. Rubezhne, República Popular de Lugansk, cerca de Severodonetsk. Lo que estamos viendo aquí son cisternas. Y este agujero es el resultado de un atentado realizado por el ejército ucraniano. Cuando se iban, decidieron volar algunas cisternas con azot. No entiendo muy bien cuál fue el objetivo, pero lo cierto es que esto provocó una explosión que dejó este agujero. Se me ha criticado muchísimo cuando algunas veces, por los constantes ataques de Ucrania contra la población civil de Donbass, he definido al ejército ucraniano y sobre todo al Estado ucraniano como un Estado terrorista. Decidme por favor si en una ciudad llena de civiles volar cisternas con gas azot es un acto de defensa de la patria o un atentado terrorista. Мы их избегали, потому что на них страшно было и глаза поднять лишний раз. Они всякие гаражи ломали, машины забирали у людей. Квартиры выламывали. Он у нас Так в подъезде до 5-го этажа квартиры все вскрытые. Ими. 20 числах мая, еще когда 20 уходили вот числах эти, мая. которые Все здесь стояли. повырывали прям двери, вот так вот, прям все, замки пораскурочили. Так что Так как что бы приятно хорошего мало. мало, ничего не скажешь хорошего, только плохое. Да, слава богу, что закончилось. И слава богу, что они ушли. Да. И дай бог, чтобы вот туда гнали, блин, аж до самого- польской границы. Да, до панов хай едут до своих. Вот хай туда и едут. А нас хай оставят в конце концов в покое. Мы вот живем всю жизнь, я тут родилась, тут в школу ходила, вот в 16-ю ее расхренячили так, что мама не горюй. Вот. Родители у меня рядом. У меня отец сам с Хмельницкой области, мамка с Луганской. Вот как вы считаете, вдоль меня делить или поперек? Ну как? Так вот отец, когда приехал на Донбасс еще в 60-х годах, да, он всегда был благодарен Донбассу и говорил: спасибо Донбассу за то, что он меня накормил хлебом. И он в благодарность за то, что его накормил Донбасс хлебом, он никогда по-украински не говорил. Он говорил на чисто русском языке. Никто не мог подумать, что он в Западной Украине. Верите? Но у нас тут везде так. Вот, допустим, в городе мы учились все на русском. Никакого украинского притеснения не было. И украинский мы учили, и кружки были, и все было. Никакого притеснения. Как пришли украинцы, все. Русское ничего не надо, русское не читай, Шолохова не читай, Пушкина нельзя, того нельзя, сказки нельзя, мультфильмы нельзя, ничего нельзя. Это как это понять? Дети не знают, что такое сказка Морозко. Представьте, ну не смешно это. Морозко чем помешал украинской власти? Они 8 лет делали, они даже 30 лет делали все для того, чтобы вот это вот случилось. Вот стравливали, гавкали украинцы, гавкали, да гавкали, вот хай теперь получают. То есть вы не вините Россию? Вы что, смеетесь? Мы благодарны, что они сюда пришли. И надеемся, что нам гораздо лучше станет жить. Мы, может быть, по-человечески станем жить. Вы посмотрите, какой город. Что они сделали, эти ВСУшники. Это кошмар какой-то был. Это как они били по городу. Они кварталами. Вот сегодня выбивают один квартал. Завтра бьют по другому кварталу. ВСУшники? ВСУшники. Эти бронетранспортеры, там танки, чешуны ездила, по квартирам стреляли, по домам. Прям в окна. Вот у нас Подстанции все квартиру, битые. в квартиру на 2-й этаж залетела. Все подстанции побиты. Все, ледовый. У нас был такой ледовый дворец большой в регионе, наверное, единственный такой. Они же его расхренячили. Полностью спалили. Этот, как его, вот это возле детского мира, что там разбили? Сгорело. Импульс. Импульс у нас был Научный институт. Институт научно-исследовательский был. Полили полностью. И это не все. Тут очень много. Все школы повреждены. Все садики повреждены. Все вот эти вот жилищно-коммунальные. Они как уходили, они все скорые забрали. Люди кричат: куда же вы скорые забираете? Они нафиг вы нам нужны. Все скорые, ни одной скорой в городе не было. Представляете, ни одной.
Пожарные машины все позабирали. С коммунальных служб все машины повыгоняли, как уходили. Драпали так же, на чем-то ж надо ехать. Велосипеды у людей отбирали. Como podéis ver, hoy en Severodonetsk me pongo triste como ya lo estuve hace unos 2 meses en Mariupol. Hoy toca grabar una ciudad completamente destruida. Lo bueno es que tras hablar con los ciudadanos sí se respira muchísima esperanza. Ellos, a diferencia de lo que quizás se indique o directamente no se indique, ¿no?, en los medios occidentales, parece que sí están muy ilusionados con que los combates por fin hayan terminado. Hoy respiran con alivio y esperan que pronto estas imágenes se convertirán en las mismas construcciones que hoy estamos viendo en Mariupol.